Вармонгеры – грандиозные воины, которые не останутся незамеченными на поле боя. Их любимое оружие фламберг – двуручный меч, столь же элегантный, сколь и смертоносный. Согласно их убеждениям, им была дарована темная сила под названием коррупция, чтобы отсеять всех лжецов и самозванцев этого мира. Считается, что разжигатели войны завербовали большинство членов Черного Камня на свою сторону, но их амбиции выходят далеко за рамки этого. Они – это лидеры Ордена Хоркаса, тайного общества, в которое входят представители всех фракций. Разжигатели войны хотят сплотить воинов, которые готовы отвергнуть своих старых богов и начать новую эру. Чтобы стать разжигателем войны, нужно отказаться от своей прежней идентичности, чтобы они могли возродиться как одно с Орденом Хоркаса. Их трансформация материализуется посредством ковки клинков и доспехов. Большинство поджигателей войны используют материалы из своего прошлого снаряжения, чтобы перековать новую броню, но некоторые берут снаряжение у своего поверженного врага, как однажды сделала Великая Аполеон, и подстраивают его под свои нужды. Все их доспехи также наделены силой священного камня Хоркаса, известного как драконит, который помогает ему распространять коррупцию на поле битвы. Шалом, пацаны! Сегодня я хочу рассказать вам все о новом персонаже For Honor, чье имя Вармонгер. Итак, начнем с мувсета. Вармонгер – представитель класса Авангард с простой и универсальной техникой. Для начала разберем гарантированные паниши. При успешном гвардбрейке мы можем дать гарантированный Side Havoc. При успешном парировании тяжелой атаки мы можем дать зону, легкую или Special Punish. У легких атак есть особенность, они не прерываются блоком. Тяжелые же завершающие атаки имеют эффект гиперармора. Тяжелые финишеры также имеют эффект гиперармора. Перейдем к чейн-атакам. Название базовых цепных комбинаций атак Вармонгера – это некая пасхалка к цепным комбо-атакам Вардена. Light, Heavy называется проклятие Авангарда по сравнению с наступлением Авангарда у Вардена. Комбинация Light плюс Heavy называется нападение Тирана по сравнению с нападением Стража у Вардена. Heavy плюс Heavy называется гнев Вармонгера по сравнению с гневом Стражника у Вардена. Heavy Light Heavy называется проклятие воинства, что, вероятно, должно быть коллаборацией проклятия Авангарда и гнева Вармонгера, заменяя Light Opener на Heavy. Забавный факт. Цепные лайты имеют средний блок стаггер на попадание. Это также означает, что противник не сможет прервать заряженные когти хищника после цепных лайтов, как это возможно после легкого опенера. Додж-атака Вармонгера имеет эффект undodge, невозможность уклониться от атаки. При желании ее можно отменить и вынудить противника сделать парирование или додж, но к этому мы вернемся позже. После легкого удара мы можем запустить серию когти хищника, может использоваться при уклонении вперед или в сторону, или после легкой атаки со звеном в 300 миллисекунд. Полностью же заряженные когти хищника гарантируют нанесение хэви атаки сверху, имеет гиперброню и может ударить противника в стену, также может быть отменена софт-финтом. Додж-атака в бок начинает уклонение на 300-500 миллисекунд, всегда имеет эффект анблока. Аналогично, как и додж-атака вперед, могут быть выполнены ложным финтом за 400 миллисекунд до удара и могут быть связаны чейн-лайтом или хэви-финишером. Спринт-атака 600 миллисекунд открывает серию. А теперь самое вкусное – Special Parry Punish, пронзающий гнев. Гарантированно, при любом парировании, Вармонгер протыкает противника мечом, нанося 2 единицы урона, и еще 20 от кровотечения, если цель достигает стены. Однако, если использовать этот прием на противнике Out of Stamina, она нанесет дополнительный урон кровотечением в размере 20 единиц, также восстановит полную выносливость. Противнику стамина не восстановится. Out of Stamina Throw. Наше максимальное наказание
через опрокидывание противника. Это легкая плюс тяжелая атака на 50 единиц урона. Или зона плюс тяжелая на 51. Также мы можем дать легкую и зарядить когти хищника на максимум с гарантированным добиванием противника на 47 единиц урона. Главный залог успеха на Вармонгере — это миксапы. Комбинируйте и финтите атаки так, как вы захотите, потому что все атаки у нее отменяются. А мы переходим к талантам. Вармонгер наносит покрытие из драконита на свое оружие, которое будет действовать в течение 20 секунд. Это оскверняет первого противника, которого мы поражаем, и землю под ним в радиусе 10 метров на 10 секунд. Порча, в свою очередь, отнимает по 10 единиц здоровья в секунду противнику и любому из его союзников. Работает по принципу сферы и мгновенно убивает солдат в Доминионе. Пассивная вторая способность — эликсир порчи. Исцеляет на 50% урона, нанесенного оскверненным противником. В тире 3 нас ждет колоссальный пассивный баф урона под названием «Сила порчи». Все ваши атаки и умения наносят на 30% больше урона по оскверненной цели. Это слишком хорошо, чтобы было правдой. Итак, мы добрались до почти наверняка самой сильной ультимативной способности в игре — взрыв порчи. Комментарии излишни. Она просто аннигилирует противников. Вы спросите, что это за имба? Как это законтрить? Бежать. Бежать как можно дальше. На данный момент это, возможно, самые полезные перки для брони Вармонгера. Если не наролите эгиду, можно заменить на поглощение. Остальные два перка обязательно. Ну что ж, скажу немного от себя. Вармонгер — это универсальный боец на любой позиции, который прекрасно проявляется в антиганговых ситуациях. При этом абсолютно неуязвимой ее назвать нельзя, так как большие окна для ГБ, посредственный урон панишей, слабый воеркс. Однако Вармонгер получил все самое лучшее в нашей игре: непрерываемые лайты, гиперармор, казино когти, андодж или анблок додж, плюс-минус какой-никакой опшн селект в мувах и опенерах, а также жесткие фиты в 4/4. В дуэлях у персонажа есть все шансы стать A-тиром, так как есть все, что нужно для качественной игры, но при этом все можно наказать, что не скажешь о S-тире. А в режимах игры 4/4 нас ожидает настоящий кошмар, способный в одиночку изменить игру, нажав всего 2 кнопки. Если вам нравятся агрессивные герои с наступательной стратегией, вариативностью, но при этом простые в освоении, Вармонгер — ваш выбор. И помните, кто из животных готов смирно ждать своей смерти? Щип. Do you know what kind of creature waits for its own slaughter? Sheep. And the
got you, Blackstone.